Сегодня готовим быстрые и вкусные блюда из кабачков. Я уверен, что после того, как вы приготовите, дадите его кому-то попробовать, они никогда не догадаются, что это было сделано из кабачков. Всем привет! И для начала нам понадобится всего лишь один небольшой кабачок, и то мы будем использовать только его половину. Примерно где-то 100-150 грамм кабачка нужно натереть на крупной терке, затем его нужно посолить, хорошо все перемешать и отставить в сторонку, пускай он пустит сок. Тем временем нам понадобится 2-3 отваренных шампиньона в подсоленной воде. Их нужно будет постараться нарезать на маленькие пластинки. Дальше нам понадобится любая колбаса, или же, как в моем случае, шинка, или же любое отваренное мясо по вашему желанию. Нарезаем на небольшие вот такие вот дольки. После колбасы нужно будет еще взять 2 небольших помидора и нарезать их на не толстые кружочки. Еще нам понадобится твердый сыр, натертый на крупной терке, который будет хорошо плавиться. Дальше берем уже кабачок, который хорошо пустил сок. И сок из кабачков нам нужно отжать. Друзья, я понимаю, что вы будете писать, что я удаляю самое полезное, но сок нужно отжать, потому что с соком не получится. Это проверено. В тарелку с кабачком вбиваем 2 куриных яйца. Добавляем немного черного перцу. Соль не добавляем, так как мы солили все раньше. Сюда же я добавляю пол чайной ложки сушеного молотого чеснока. Но специи вы можете добавить любые, свои любимые. И еще сюда нужно добавить 3 столовые ложки муки. У меня обыкновенная пшеничная высшего сорта. И еще сюда нужно добавить пол чайной ложки разрыхлителя. Ни в коем случае не добавляйте соду, потому что на вкус она очень сильно повлияет. После того, как вы все подобавляли в тарелку, берем ложку, вилку, либо же венчик, это чем вам удобнее, и хорошо все нужно размешать до однородного состояния. Делаем хорошее тесто. Оно у вас должно будет получиться, как будто бы хорошая густая сметана. Затем сковородку устанавливаем на самый маленький огонь. Добавляем в нее немного подсолнечного масла. Маслу даем немного разогреться и отправляем в сковородку полностью все тесто, которое мы вымешивали. Разравниваем аккуратно ложкой, делаем один красивый, аккуратный, равномерный блин. Затем накрываем сковородку крышкой и на маленьком огне будем обжаривать примерно 3 минуты. Вы заметите, что ваш блин немножко, так сказать, подымется. Если вы уже поняли, какое блюдо мы готовим, обязательно поставьте лайк. Снимаем крышку. Аккуратно лопаткой нужно постараться перевернуть этот блин так, чтобы он у вас не лопнул и не разлетелся. Дальше наверх на блин наносим 1 столовую ложку кетчупа. Хорошо его полностью разравниваем. Наверх на кетчуп равномерно по всему блину распределяем грибы. После грибов равномерно распределяем нарезанную колбасу. Дальше мы раскладываем аккуратно помидоры полностью по всей площади блина. И в самом конце обильно все нужно посыпать натертым твердым сыром. Затем закрываем крышку и на самом маленьком огне будем томить вот это все до тех пор, пока хорошо не расплавится сыр. Ну и где-то примерно через минутки 3-4 наше блюдо уже будет готово. Получается очень красивая, вкусная, ароматная пицца. Готовится такая пицца легко, просто. Самое главное, что это все делается быстро. А после того, как вы это попробуете, вы никогда не скажете, что оно приготовлено из кабачков. Ну а те, кто не любит кабачки, просто им не говорите, что это из кабачков, и они никогда не поймут. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, поставьте дизлайк, но как всегда прокомментируйте почему. Ну а мы с вами встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!